Приветствую вас, уважаемые зрители! С наступающими новогодними и рождественскими праздниками вас! Наконец-то у нас выпал снег. Надеюсь, он долежит до Нового года. А если наделать побольше снежинок из бумаги, это тоже улучшит праздничное настроение. Итак, приступаем к делу. Для первой снежинки надо подготовить 6 одинаковых квадратов из бумаги. У меня эта снежинка будет белая. Размер стороны можно брать от 10 до 25 сантиметров. Эти квадраты имеют стороны по 15 сантиметров. Как раз 2 заготовки из альбомного листа. Еще понадобится степлер, линейка, карандаш и ножницы. Из каждого листочка нам надо сделать такие детали. Берем квадрат и сгибаем его пополам по диагонали. Получился треугольник. На его основе обозначаем по 3 точки на одинаковом расстоянии друг от друга и от вершины угла с одной стороны и с другой. От этих точек чертим линии параллельно боковым сторонам треугольника, не доходя пару миллиметров до середины или места, где должна проходить высота треугольника. Таким образом, с каждой стороны проведено по 3 линии параллельно боковых сторон и на одинаковом расстоянии друг от друга, но в центре они не должны пересекаться. Между концами встречных отрезков расстояние в несколько миллиметров. По этим линиям делаем надрезы. Далее раскрываем заготовку и центральный квадратик сворачиваем в трубочку. Скрепляем степлером. Работу переворачиваем и соединяем также следующий ряд полосок. Переворачиваем обратно. Накладываем противоположные углы друг на друга и фиксируем. Опять переворачиваем деталь и соединяем последний крайний ряд за углы. Таких ромбов надо изготовить 6. Выкладываем 3 заготовки и скрепляем их вместе за уголки. 2 таких тройки соединяем и прошиваем степлером. Соседние лучики тоже надо скрепить друг с другом. Эта снежинка готова. Теперь приступаем ко второй. Для нее я возьму лист цветной бумаги. На обратной стороне он белый. Также нужны клей и ножницы. Из листа необходимо вырезать 2 квадрата. Для этого сначала разделим его пополам. Полученную половинку сгибаем по диагонали, совмещая 2 соседние стороны. Лишнюю полоску отрезаем. Мы получили квадрат. Складываем его назад, чтобы получился треугольник. Сгибаем фигуру пополам 2-й раз и еще раз 3-й. От середины линии сгиба рисуем округлую линию. Это будет контур. Снизу еще 2 на одинаковом расстоянии друг от друга. По первой линии срезаем угол. Другие линии предназначены для надрезов от края в направлении вершины. Главное не разрезать деталь насквозь. Теперь разворачиваем заготовку. Надо отделить средние полоски лепестков и завернуть их в центр. Намазываем уголок клеем и крепим к центральной точке. Клей-карандаш хорошо подходит для этого дела, потому что быстро схватывает. Если взять жидкий клей, например ПВА, то придется каждый лепесток прижимать, пока не подсохнет, а потом клеить следующий. Из второй половины листа делаем такую же деталь. Смазываем клеем серединку на обороте одной половинки и крепим к ней вторую,
крест-накрест. Места соприкосновения лепестков тоже можно склеить, чтобы они не клонились в разные стороны. Это один из вариантов такой снежинки. Здесь можно подобрать различные комбинации цветов. Можно серединки загнуть на разные стороны. Или использовать двустороннюю цветную бумагу. Здесь для контура я взяла фигурные ножницы зигзаг. Осталось к снежинкам привязать нити и украсить ими комнату. Спасибо за просмотр и желаю всего самого-самого лучшего в новом году!